Сереж, какой у вас вес сейчас? 165. А сколько он должен еще набрать, чтобы вы развернулись и ушли? Наверное, я буду до последнего бороться. Ты сможешь себе помочь. А нам с Сашей уже нужна помощь. Вы посмотрите, вы на себе годовой запас еды носите. Вы должны что-то изменить, сесть в тюрьму, пойти на какой-нибудь остров. Пил бы каждый день, был бы худым человеком. Я считал, что жирником быть круто. Добрый день. Мы часто говорим, что любовь способна свернуть горы. Но что делать, если речь идет о горах жира? И как быть, если вес твоего любимого человека уже давным-давно перевалил за 200 килограмм? Очень сложный вопрос. Я, поскольку с этим никогда не сталкивался, придется мне эту передачу подумать, а в конце я тебе отвечу, что будет с моим отношением к тебе, если добавишь хотя бы 70. Носки одеваю, дотянуться не могу. Вот, живот мешает. Это Александр Дрыгин из Тольятти. В 53 года он весит 240 килограмм, а каждое движение дается ему с большим трудом. Жировой кусок любой подрез, взять вот так прям вот, это ж комок жира. Я вроде маленький, нормальный человек. Вот. А вот этот мешок висит у меня. Именно этот жировой мешок стал главной причиной разлада в семье Александра. Любимая жена отвернулась от мужа. Ну, наверное, я для нее это... Она тоже на меня влияла, худей, но вот как худеть. Супруга Надежды хоть и не подает на развод, но на Александре уже давно поставила крест. Он, если чуть не поест, становится, например, агрессивным, исполнять может, агрессивным. Ну, с любым инвалидом тяжело живется. Принеси, занеси, подай ключи, ключика. А я так вот не могу нанять милицию его отсюда выгнать. Я официально не был ни разу женат. А Георгию Шашко из Красноярска вес за 200 вообще не позволяет наладить личную жизнь. Надежда Пьянкова из Оренбурга была уверена, что сможет изменить любимого, когда встретила Сергея Тузикова и надеялась сделать из него Аполлона. Я не против здорового питания, но иногда заскакиваю в фастфуд куда-нибудь. Сегодня в нашей студии мы постараемся понять, где та грань, когда женщина перестает мириться с необъятными размерами возлюбленного. И как сделать так, чтобы съеденные булки не превращались в съеденные судьбы. Сегодня в нашей студии Ксения Пьянкова. Она надеется, что наша программа поможет вразумить ее любимого человека. Правильно? Да, здравствуйте. Я вот приехала как раз с этой проблемой, пока все как бы только начинается и практически на моих глазах. А что за проблема? Вот проблема лишнего веса. Мы познакомились 4 года назад, 2010 год. Он был в районе 140 килограмм. Но у него рост за 1,90 м, то есть это просто крупный такой мужчина. Скажите, пожалуйста, а сколько он должен еще набрать, чтобы вы развернулись и ушли? Я не хочу доходить до такого, чтобы я развернулась и ушла. Ну, давайте предположим, что ваши увещевания, наша программа не помогут. И какой вес должен набрать ваш возлюбленный, чтобы вы развернулись и ушли от него? Сколько он сейчас весит? 165. Ну вот сколько он должен добавить еще? 15, 20, 30? 100, 50. Я думаю, 15-20 это... И все, и вы линяете? Ну, и мне кажется, это уже будет предел какой-то. Ответьте на вопрос. И вы линяете? Вероятно. И за 4 года сколько он набрал, получается? 25? Ну, наверное, около того. 25. Мы понимаем, что вес набирается в прогрессии. И, к сожалению, не в арифметической. Очень часто в геометрической. Это значит, что вам осталось с ним полгода пожить, что ли? Нет. Я уверена, что нет. А Сергей выпивает у вас, нет? По праздникам Ну, так. вот и причина, конечно. Много.
Пил бы каждый день, был бы худым человеком. Была бы другая проблема. Она может уйти, то есть некий Рубикон может быть достигнут тогда, когда она из жены превратится в сиделку. То есть тогда, когда этот человек уже сейчас точно совершенно больной, превратится в тяжелого инвалида. Слушайте, а мне, кстати, интересно, вот, а если там человек весит под 200, он как сексом-то занимается? Думаю, что никак, но может быть как-то необычным способом, так скажем, да, потому что это... Но это одна из причин уйти-то, правда? Ну, разумеется, да, но это даже Кому не же самое охота страшное. быть раздавленной? С сексом у вас есть проблемы? Нет, никаких, все Пока прекрасно. нет, понятно. Вот можно я скажу? Просто на все вопросы вы ответили нет. Нравится внешний вид? Да, нравится. Все ли вас устраивает в сексе? Да, все устраивает. Что не устраивает? Единственное, что вы нашли, это возможные проблемы со здоровьем в будущем. Невозможно, уже сейчас есть эти проблемы. А какие? Есть проблемы с суставами, с коленкой, вот непосредственно. А это не из-за роста разве? Нет, это из-за веса. Даже врачи говорят. Есть проблемы с холестерином, с сахаром. 30 яиц в день, конечно, будут Вот, проблемы с холестерином. с сердцем. Сам он понимает, что у него проблемы из-за его питания, из-за его веса обильного, что у него начинаются проблемы со здоровьем. Он это понимает? А не отвечайте, давайте его и спросим. Сергей, в студию. Ну, богатырь, чего? Ну, богатырь. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Муромец. Сереж, Василий какой у вас Теркин вес сейчас? на пенсии. 165. А возраст? Если быть точным. Возраст То есть какой? Буквально вот вчера взвешивался. Говорите, Вы прибавляете год от Возраст года? какой у вас? Скажите, пожалуйста. Мне 28 полных лет. А вам? 27. А вам комфортно в этом весе? Я не буду лукавить, я скажу, что нет. Мне некомфортно. Проблемы во всех сферах жизнедеятельности. То есть... все-таки начиная- во всех. Ну, как бы, да, можно так сказать. То есть, начиная от выбора машины, кончая там, то есть, например, вот лететь в самолете в эконом-классе, это хуже, чем ехать в «Газели». Не знаю, то есть, подъем выше, чем на 3-й этаж, это минут 20 потом сидеть с потемневшими глазами, то есть, опять же, давление. Нет, мне некомфортно. Сергей, но если вы это понимаете, чего вам не хватает 28-летнему человеку, да, чтобы принять решение и избавиться от этого лишнего веса? Чего не хватает? Нет какой-то одной конкретной причины. На диете я сижу максимум там 1,5-2 месяца. Почему? Образ жизни, понимаете? То есть, Не понимаю, что такое образ жизни. Диета предполагает собой четко размеренный прием пищи. То есть режим сна и бодрствования. Самое главное в любой диете. Ложиться в одно время, вставать в одно время. Принимать пищу в точно отведенные часы, именно конкретную. У меня просто такая работа, которая не позволяет. кем вы работаете? Я адвокат. Вот, то есть бывает такое, я могу сорваться, Хорошего например, там, адвоката должно быть много. Лично мне крупные мужчины нравятся больше, чем худые. Если выбирать между каким-нибудь совсем вот худеньким мужчиной и вот таким богатырем, какого мы видим на экране, я, пожалуй, выбрала бы богатыря. Но, конечно, нужно за весом следить и следить за тем, чтобы он не превратился в человека-гору. А знаете, с чем у вас есть проблемы? С походами в магазин. Давайте посмотрим, как у вас это бывает. Это вот, например, сливочки. В кофе добавить, это вообще отлично. Или в чай. 0,5% забелил, и все. Нет, 0,5% это ерунда полнейшая, потому что вот это 0,5% это вода белая. калорий. Мы покупаем вместе все отлично, потому что решает, я не буду с ней спорить, потому что все равно будет пилить, будет вытаскивать. А потом я нахожу в машине пакеты от Макдональдса. Иногда проще, чем Ксюшу переспорить, проще потом поехать в магазин и купить самому. Считается, что адыгейский достаточно диетически считается. Нет, мы не будем брать его. Потому что он невкусный. Лучше купить вредного, но чуть-чуть, но вкусного. Плавленый сливочный сыр. Отлично. Для бутербродов на завтрак это... Вот даже рядом стоит легкий, хотя бы на рекламу среагирую, что легкий в 2 раза Легкий. меньше Вот ключевое жирности. слово реклама. Разницы никакой совершенно. 45 и 20%. И что? О, разница огромная. Это вот любовь всей жизни, чтобы соусов было очень много. И чем они вот будут более майонезные. Это не майонезный соус. А это что отличный это? соус А что это? на майонезной основе. Это разные... да. Нет, это разные вещи. Ну, Давай, давай. подожди, нет. Как это будет съедено? Это будет вот тонна масла, яйца вот эти, колбаса, и половина банки будет вот этого соуса
За один это раз. так не будет, мы это возьмем, и мы так будем будет? по чуть-чуть есть. Вот. Ну, я в любом случае это взял бы. Не будь твоего согласия на то, я заеду потом, все равно возьму. А вот просто водичка. Ну, знаешь, можно любой продукт вообще сравнить тогда с водичкой, и тогда у всего будет много калорий. вот Поэтому это вот очень нет. вредно. Нет, мы это возьмем. Ксюша очень часто меня пилит из-за фастфуда. У Ксюши есть несколько методов, как на меня влиять. Непосредственно Вот. заправку. Либо просто пилить меня каждый день, что это все вредно, это плохо, это не нужно кушать. Может, стоит попробовать приготовить что-нибудь? Может, Сережа перестанет есть фастфуд? Веселая жизнь у вас. Да. Прям веселая. Знаете, как я ем пельмени? С маслом, уксусом, майонезом и иногда и со сметаной тоже еще. И ничего. И кетчупом запиваешь. Кетчуп не люблю. Вы не пробовали есть меньше просто? Я пробовал. Не диеты, а просто тупо есть меньше. Не 30 яиц покупать, а 15. Да, и это в том числе, и это я А пробовал. потом хотелось не опять получается. 30? Понимаете, я не знаю, что это. Может быть, это особенность моего организма. Я худею безумно медленно, и если, не дай бог, я потом с этой диеты соскакиваю, то есть я могу, например, да, там взять То себя в руки. срываетесь. Нет, даже дело немножко не в этом. То есть я могу, например, месяца за 2 15-20 килограмм сбросить, как бы с моим весом это не сильно сложно. Но потом, не дай бог, любое послабление, все это возвращается с процентами. Вы слышали, что Ксения сказала здесь? За кулисами это были, когда слышали? Да, слышал. Еще 15 килограмм и все, и до свидания. Давайте покажем Сергею, что с ним может статься буквально через год-другой, если он собой не займется осознанно, по необходимости. Посмотрим. Здесь вот я живу, провожу дни и ночи. Бывшая супружеская постель. Пришлось мне ее укрепить, сделать 40 ножек. Вон понаделал. Зато могу сесть тихонько, потихоньку. Вот. Встаешь. Встал утром, сел в кресло. Без дела сидишь, ничего делать не можешь. А рядом холодильник, ничем не озабоченный. Я и пищи съедаю чуть ли не по 2 килограмма ежедневно. Иной раз не могу даже уснуть, если не поем. Голова говорит... Все, завтра с утра худеем, идем на озеро пешком. Вечером сидишь, телевизор смотришь. Руки тянутся к холодильнику, к плите. И забываешь о том, что хотел с утра сделать. Прошелся маленько и задыхаюсь. Особенно дети реагируют. Папа, смотри, какой дядя толстый. То смотри, какой бегемот идет. Жена тюленем называет. 240 кг. А жить хочется. Несмотря на то, что каждый шаг к Александру дается с большим трудом, вы это понимаете. Это просто другая жизнь, совсем другая. Он все-таки решился и приехал в нашу студию. Встречайте его. Здравствуй, Сергей. Ты вот молодой еще. Возьмись. Садись срочно. А то станешь таким, как я. Очень сложно жить так. Вот. Вам сейчас легко будет похудеть. Вот. У вас только начало. А мне вот уже проблемы. Во-первых, огромное спасибо, что нашли силы и приехали сегодня к нам сюда. Я представляю, насколько тяжело вам это далось. Но спасибо большое, потому что говорить можно сколько угодно, а все-таки, когда видишь и понимаешь, гораздо быстрее. Скажите, пожалуйста, а вы когда начали так поправляться? В каком возрасте? Сколько лет вам было? Да я вот этого момента 15 лет жду, чтобы сюда попасть. И билет в один конец только. Назад не поеду. Да? Ну ничего не получается. Боролся. А вас сколько вам было лет, когда, вот посмотрите, вы в армии, это вы же, да? Ну, конечно. Ну, началось все с гормонального нарушения, в принципе-то. Был диагноз. Какой? Вот. Диагноз был саркоидоз, увеличение лимфоузлов. Угу. И принимал гормональные таблетки. Ну, сперва смешно было, вот как Сергей, вот тоже так же вот, значит, 90, 95, 100. А сколько лет вам тогда было? Лет, сейчас скажу, значит, это 95-й год. Да, 95-й год, 61-го года я. 35, да, по-моему. Угу. А до 35 у вас был нормальный вес? У меня был бизнес, я занимался бизнесом.
А какой бизнес был? Бизнес был успешный, фруктовый. Вот. А личная жизнь была? Конечно, а как же? Жена была? Жена, 2 дочки, все как положено. Ага. Так что самое обидно, детей-то вырастить успел, все. И внучки, а сейчас внучка подходит, дед, а у тебя вот, говорит, ты на коленке посидеть нельзя. У другого деда можно, а у тебя, говорит, и коленок нету. Ну что, куда деваться? Беру вот так вот, живот закину, этот вот, сюда посажу ее, покачаю. Ну, тяжело, жизни нет, конечно. Одно существование. Нет, это ж сколько вы цветов, духов и новых платьев своей жены только что в магазине сожрали. Вы должны что-то изменить, сесть в тюрьму. Ну, бутылку выпьешь вечером, перцовочек, закусишь, и вроде все в розовом цвете. Жрать надо меньше. Надо просто зашить рот. Сереж, какой у вас вес сейчас? 165. А если там человек весит под 200, он как сексом-то занимается? Необычным способом. Кому же охота быть раздавленной? Проблемы во всех сферах жизнедеятельности. То есть лететь в самолете в эконом-классе – это хуже, чем ехать в «Газели». Возьмись, а то станешь таким, как я. Вот хочу, чтобы у Сергея маленько щелкнуло. А давайте, чтобы щелкнуло, посмотрим на ваше ежедневное существование, как вы говорите. С моими 240 килограммами не то что жить тяжело, но вот одеваться тоже вот проблематично. Каждое утро начинаю, вот носки одеваю, дотянуться не могу. Вот, живот мешает, вот, ногу никак не поддеть. Закинешь ее вот крючком, носок одену, вот вроде хорошо. Задыхаюсь даже, когда одеваюсь. Одежду, конечно, меня не подобрать. В магазинах ничего на таких, как я, не продают. Всю одежду шьет супруга. Эти штаны тоже жена сшила. Вот закидываю одну штанину, а вторую не достаю, вот мешает. Раз, вот так вот. Вот оденешься, коленка болит, вот живот закину на одну ногу, нога отдохнет маленько, вроде судороги не сводит, нормально. Когда-то я в Москве одевался, как до последнего, пока мой размер там был. И пиджак у меня под заказ, да уже вот весь рваный, но вот до ботинок не дотянуться, я раз их этой своим крючком. Пиджак, который вроде придает мне солидность, какие складки. Так вот я уже и оделся. 2 шага сделал, задохнулся, 2 шага сделал, задохнулся. Александр, скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что жена шьет вам одежду. А вообще, как она относится к этой ситуации? Ну, боролась она со мной. Поменьше кушать ложила, салатики делала. А я обижался. Мы просили ее дать комментарий, она не давала комментариев. Все время, что наша съемочная группа была там, она ни разу не показалась. Хотя, пусть не добровольно, пусть подлым образом, но одно видео мы записали. Давайте посмотрим. Он, если чуть не поест, становится, например, агрессивным, оскорбить может, трусил. Ну, с любым инвалидом тяжело живется. Унеси, принеси, поднеси, занеси, подай, включи-ка, выключи-ка. Вот у меня одна дочка в гражданском браке, я ей говорю, не надо жениться. Уж потом за мужа отвечать, как я сейчас за него отвечаю. Он что захочет, он то и делает, он ко мне не прислушивается. Ну, когда уж 30 лет поживешь, становится как брат-сестра уже в 50 лет. Просто в жалости живешь еще. Я за него не ручаюсь. Для меня главнее мои родители и отчий дом, чем он. Вот эти 2 красавицы, которые у нас сидят здесь, это кто? Мои дочки, старшая Вера, младшая Нина. Дочки, вы-то что думаете по поводу этой истории? Я лично его сажала на диетах, он не даст соврать. Там закрывала холодильники, правильное питание 5 раз в день, ограниченные Чем порции. заканчивалось? Срывами, потому что я... А вот скажите, а если бы мама взяла и выгнала его из дома, это бы было для него каким-то стимулом? Я думаю, что... Или приобрел бы он в сегодня этой уже ситуации волю? Нет, ну тогда, много лет назад.
Возможно, был бы какой-то эффект. А вы как считаете? Если бы она взяла и выгнала, сказала, не хочу с таким жить, все, надоело, уходи. Было бы для вас это стимулом отказать себе в еде, в обжорстве и во всем прочем? Не знаю даже. Или стали бы заедать свое горе еще больше? Может быть, даже запивать. Не то, что заедать. Я когда начал поправляться, вот, ну вот как Сергей, побольше маленечко. Вот. Ну, бутылку выпьешь вечером перцовочки, закусишь, и вроде все в розовом цвете. Хочется сказать, что никто из нас, сидящих здесь в студии, телезрители, не застрахован от того, что мы видим. И что важно, Сергей, первый герой, гораздо моложе, конечно, нашего второго героя. И он сейчас сидит в страхе. Может быть, это послужит, конечно, ему примером. Я вот был 125 килограмм. Кто смотрел там, в кино меня видел, сериал. Я был 125 килограмм, мимо зеркала прошел, один раз смотрю, и жена беременная, говорю, иди сюда. Она подходит, у нее чуть-чуть меньше, у нее через 2 недели рожать, у нее чуть меньше живот, чем у меня. Я урод вот такой вот жирный. Я просто сказал, взял, рассказываю всем, как-то, как. Я говорю, жрать надо меньше. Надо просто зашить рот. Мы один поход в магазин посмотрели, давайте посмотрим, как вы в магазин ходите. Пойдем к моему любимому отделу. Есть шашлычок-то, Гульнас? Да, конечно, есть. Давай. Ваш любимый шашлычок. Давай. Так, шашлычок. Колбаску. Колбаску даем. Варенку. Вареный батончик даем. Давай, да, батон. Да. Так, какой там самый вкусный у нас кетчуп, майонез? Сало берем сегодня? Сало, нет? да. Берем тоже. Сало обязательно, без сала жить не могу. И сыр, наверное, тоже, да, ваш Сыр, любимый? да. Так, хлеб свежий. Это тоже свежее. Давай, 2 булки хлеба. Да, хлебушка даем. Ну все, пожалуй, хватит. Слушайте, я сейчас смотрю на эту бедную Зульнар, она тут выступает в роли драгдилера просто. А можно? Нет, это сколько вы цветов, духов и новых платьев своей жены только что в магазине сожрали? Скажите, пожалуйста. Конечно, вас жалко. Вы как наркоман. Может, наркоман говорит, перестань колоться, он все равно будет колоться, и вы будете есть. Уже это на психологическом уровне, то есть вам надо на какой-то остров закрыться, пойти на какой-то шаг, который будет, вот наркоман пошел, закрылся там, или его спрятали где-то за решеткой, и он перестал колоться. Вы должны что-то изменить, поехать в какое-то место, сесть в тюрьму, пойти на какой-то остров, отключить электричество, отключиться вот от всего мира, и чтобы вы там сами выживали. И слушайте, вот сесть в тюрьму – это хорошая идея. Либо Тут вы у нас, умрете, тут у либо нас вы худели умрете. ради сериала «Зона», а вы прям реально на «Зону» и пойдите. Да? Ну, 100%. Но это единственный момент, где человеку будут ограничивать в еде, и он не сможет ничего с этим сделать, будет... И умрет. Умрет, значит умрет. Но это будет единственный выход. Вам надо что-то изменить, знаете, уйти. Ник, знаете, как вот смотри, Толстой. смотрите, если бы мы имели дело действительно с таким, ну, современным Обломовым, я бы с вами согласился. Но мы видели даже по одному крюку, что человек довольно изобретательный. Мало того, правильно я понимаю, Александр, что вы еще и машину водите? Да. Давайте посмотрим, как вы машину-то водите. Мне интересно просто. Это какая машина должна быть? Ну вот, моя Нива, моя любовница сделала маленько независимым. Вот, чтобы сесть, я вот сиденье переделал и руль отпилил, переставил приборы. Но просто сесть не могу. Приходится вот так закинуть ногу, залезть. Вот. На палочке крючок специально сделал. Вот так стульчик подтягиваю. Вот. И ложу стульчик. Я его беру в магазин. Там сесть некуда. Я сажусь. Педаль. Вот, закидываю ногу. Руль мне не мешает. Я могу смотреть приборы. Вот. Ну, приноровился так рулить. Когда выкручиваю, живот сжимаю чуть-чуть. Нажимаю вот так сцепление. Вот. Включаю скорость. И поехал.
Удивительное дело, вы готовы каждый день что-то изобретать, вместо того, чтобы просто перестать жрать. Может быть, вы просто изобретатель не своим делом занимаетесь? А так это для вас стимул каждый раз что-то придумывать новое. Мне кажется, все наши претензии, они вообще находятся в другой плоскости. Все ходит вокруг одной точки. Он слишком много ест. Но Александр в самом начале передачи сказал такую фразу. У меня были проблемы со здоровьем, я начал принимать сильнодействующие препараты, которые полностью разрушили мою гормональную систему. Причина – это в сбое в гормональной системе. Если он будет есть в 10 раз меньше, вы думаете, он станет меньше? Он будет абсолютно точно так же выглядеть. Ему просто нужно пройти хорошее медицинское обследование, найти, в чем проблема именно в гормональной сфере, и врачи, чтобы ему назначили уже процедуры или препараты, которые непосредственно помогут ему похудеть. Спасибо, мы постараемся. И я хотел бы и возразить, и согласиться одновременно. Значит, возразить, поскольку подавляющее большинство людей, страдающих морбидным болезненным ожирением, не имеют никаких хромосомных заболеваний. Вот эту историю рассказывают очень многие пациенты на приеме, о том, что в детстве у меня была пневмония, меня лечили гормонами, да, и у меня поэтому лишний вес. Гормоны, действительно, глюкокортикоидные, могут способствовать повышению веса, но как только их отменяют, они немедленно прекращают действовать. И человек те лишние килограммы, которые набрал, если у него нет наследственной предрасположенности и условий особых, он их сбрасывает с такой же легкостью, как и набрал. Я согласен с Никосом полностью. Он абсолютно больной человек. Это все равно, что ругать больного раком. Понимаете, давайте, как ты до себя до такого довел? Вот курил всю жизнь там или еще что-то делал, вот ты плохой, да? Он сейчас без помощи специалистов с этим справиться не может. Это просто исключено. Я хочу вас познакомить с человеком, который вообще не выходит из квартиры. Квартира 41 метр, и он по ней полжизни уже и передвигается. 6 лет, грубо говоря, началась моя достаточно безуспешная борьба с моим весом. Победить я так и не смог. Вес все равно периодически добирался, рос. Когда я вышел на пенсию, на инвалидность, вот это для меня была первая точка невозврата. 2 года я сидел. Начал полнеть сразу, естественно. Полусидя сплю, засыпаю вроде как бы лежа. Просыпаюсь и все равно сижу. Вышел на улицу, пошел по делам. Надо было мне на почту куда-то идти. Я вниз спустился, возле бордюрки встал. Мне ноги дрожат. Но просто не идут. Они просто вот этого веса не хотят идти. Первый канал – это же волшебный канал. Живет он в Красноярске, и нам все-таки удалось трансфер организовать таким образом, чтобы он сегодня оказался в студии. Давайте Георгия позовем. Присаживайтесь. Сереж, во-первых, тебе пора давно. Ты сможешь себе помочь. Сам причем. Я в твоем возрасте спасался с этим. Ну, а нам с Сашей уже нужна помощь. Тут уже никуда не денешься. Ну, расскажите, что вы кушаете? Вот вы просыпаетесь с утра, завтрак, обед, ужин, полдники есть? Вообще, сколько раз в день вы едите? Раз 5-6, понемножку, по чуть-чуть ем. Понемножку это поскольку? Ну, допустим... На завтрак что вы съедаете? Только честно. Бутерброд от силы 2, стакан чая. Ну, бутерброд какой? Как в фильме «Девчата» на полбатона? Ну, или нет. кусочек хлебушка? Ну, нет, конечно. Хлеб стараюсь не кушать. Все говорят, закрой рот и ешь меньше. А он, может быть, в самом деле ест мало. И ведь так бывает, что съешь совсем чуть-чуть, но все это идет не в энергию, а в жировые отложения. То есть вы почти ничего не едите? Как таковое, ну как не ем? Капуста, морковка. Ты уже на овощи смотреть не можешь. Ну, за столько... Покупали эти заморозки. Это ваш брат, Да, правильно? это мой старший брат. А расскажите, пожалуйста, он правда ничего не ест? Он очень мало ест, очень мало ест. Я вам честно скажу. Почему вот сейчас нельзя осуждать вот этих уважаемых людей, которые нашли в себе мужество и все равно не сдаются? Потому что нарушение веса может быть связано с нарушением иммунитета, пищевая непереносимость, аллергия, с нарушением флоры кишечника, когда не всасываются те вещества, которые нам нужны для ощущения сытости, с нарушением детоксикации, выведения ядов из организма, а вот ту еду, которую едят сейчас наши уважаемые гости, да, там токсинов, вот этих едобавок, как бы ни говорили, что они классные, безвредные, это интоксикация нашего тела. А у вас личная жизнь вообще была когда-нибудь? Была. Тут, кстати, сидит моя супруга, бывшая. Здравствуйте.
Вы последняя супруга, да? Да. А почему вы расстались? Причина какая была? Мы расстались из-за веса, мы когда с ним жили, он был... Ну, расскажите, вы столько лет прожили вместе, а он, правда, мало ест? Всегда мало ел. Всегда. И при этом даже, Да. находясь с вами, поправлялся год от года, да? Да. Можно вопрос к экспертам, которые понимают в этом? Скажите, пожалуйста, а правда можно вот так мало есть? Ну, не будет же два человека Нет, врать. конечно, и, нельзя. И Значит, при этом вот так поправляться. К сожалению, ситуация здесь также стандартная. То есть человек, к сожалению, не осознает того, сколько он ест. Контролировать его полностью невозможно. Хорошо, он не сознает, но жена же вот рассказывает послушайте, из правду, воздуха нет? ничего взяться не может. Этот человек точно совершенно ест много. До 30 лет я считал, что жирником быть круто. Вы посмотрите, вы на себе годовой запас еды носите. Можно сделать цепочку эволюции. А я кукла наследника Тутси. Гордон, тебя не хватает, ну правда. Сереж, какой у вас вес сейчас? 165. Возьмись, а то станешь таким, как я. Я лично его сажала на диету, он не даст соврать. Там закрывала холодильники. Жрать надо меньше. Надо просто зашить рот. Ты сможешь себе помочь. А нам с Сашей уже нужна помощь. Учиться можно не только на отрицательном примере, но и на положительном. Давайте посмотрим сюжет. На этих кадрах счастливый Евгений Абузяров из Санкт-Петербурга. Вот он женится на прекрасной Алине, а вот он занимается любимой работой. Я люблю вкусно поесть. Больше всего люблю мясо. Вот мясо это... Я бы ел, например, только говядину или только баранину. Лишний вес его никогда не смущал. Наоборот, Евгений всегда считал себя этаким толстячком-весельчаком. Пока чуть не умер. На грани инсульта обездвиженный Евгений около часа ждал приезда скорой помощи. Только после этого молодой человек понял, лишний вес может убить его. Сейчас Евгений прекрасно себя чувствует. Он похудел уже на 65 килограмм. Сегодня вместе со своей супругой Алиной он приехал к нам в студию. Встречайте, Евгений и Алина Абузяровы. Ну, там места нет, поэтому присаживайтесь сюда. Ну, да. Тем более, что вы из этой когорты уже вышли. Это неправда. Я на самом-то деле, я весил год назад, в ноябре 2013 года, я весил почти 200 килограмм. При росте 185 сантиметров. Это как Георгий. Ну, да. Ну, я подыхал так же, как и все трое. На самом деле, вот молодой человек, ближайший ко мне... Сергей. Он, на самом деле, такой же труп, как и все остальные жирники. Просто он не врубается в это. Но реально, вы же понимаете, ну, я был на вашем месте, вот смотрите фотки, да? Вот слева жирный чувак и справа жирный Очень парень. похожая ситуация. Два жирных парня. Просто я сделал какой-то шажок вперед. Ну, а у вас есть возможность дождаться. Давайте встаньте. Можно сделать цепочку эволюции. Давайте, Сергей, вы встаньте тоже. Надо двигаться. Гордон, тебя не Грубо хватает, говоря, ну правда, да, вот да, сюда. кстати, вот. Ну серьезно, ты Да. обязан здесь стоять. Я потерянное звено. На самом Нет, деле... ты конечная. Вот я себе поставил... Конечно, У меня лишний вес. Откровенно говоря, я не хотел бы, чтобы такое звено стало конечным. Простите. Вот такое Я же звено... говорю, что мнение... Вот такое звено нас А я бы устроит. не хотел, чтобы такое звено было. У нас с вами эстетические разногласия. Здесь вот в чем дело. Но ведь пока не случился с вами этот приступ, вас ваш вес не трогал совершенно. До 30 лет я считал, что жирником быть круто. Но на самом деле мне сделали одну из самых распространенных на сегодня бариатрических операций. У меня вместо желудка теперь осталась трубочка диаметром 12 миллиметров. Но операция такая, многие люди идут на операцию, и вот многие, наверное, из вас, кто хочет это, думают, мне сейчас делают операцию, можно будет жить другой жизнью. А на самом деле операция – это костыль. Все находится в голове прежде всего. Мы можем отрезать себе пол-желудка. Я уважаю, конечно, естественно, экспертов. Но если у нас все это останется в голове, в любом случае это будет возвращаться. Вот смотрите, либо будет какое-то вы не понимаете, о чем заменяемость. говорите. Вот история про голову, это психологи начинают ныть про голову, это все в голове.
Все очень просто. Есть гормон голода. Есть, как устроен наш организм? Есть лептин, гормон жира, есть, который говорит, не жри, не жри, а есть гормон голода, грилин, который говорит, жри, жри. Так вот, у толстых людей лептина очень много в крови. Но мы не почему-то про это организм сейчас реагирует. Так говорим. вот, Она говорит про то, что смотрите, если очень сделать просто. это, ты испугался. Знаете, Ты почему я не испугался верю за свою психологам? жизнь. Потому Очень что важно. голову не отрежешь, в отличие от В том-то и желудка. дело, что с Можно отрезанием, перенастроить. послушайте, это очень важно. С отрезанием желудка отрезается голова. Потому что при удалении желудка удаляется зона, где вырабатывается гормон голода грилин. Вы нашли И панацею мозг, на самом деле. то есть раньше я думал, что в спортзал ходят идиоты, качки все дебилы, и все равно... Как Ну, бы, не все. ну, я думал, что все. Ну, не А оказалось, все. что в спортзал можно ходить, получаю удовольствие. Сейчас я занимаюсь 4 раза в неделю, плаваю в бассейне, потому что я хочу стать здоровее, хочу рельефное тело, хочу, чтобы, когда я пойду отрезать всю эту кожу, и хочу, чтобы... просто есть ради кого А я это хочу делать. Наконец-то Алина сказала то, что я хотел Понимаешь? услышать. Тебе есть ради кого это То есть ты не делать. просто так, ты же для нас стараешься. А давайте, кстати, посмотрим, как вы худели. У нас есть видео. Раз, два, три. Обязательно касаемся тела. Ну тут вот все теперь висит, вот это все живет отдельно от меня, весь этот жир, он не прилипает к моему телу. А это какой размер? Это уже 58. В смысле, попробую. 58, а был 68. Хорошо. А это 58. Они велики. Я хочу к вам обратиться с вопросом. Но ведь вмешательство хирургическое, в том числе то, чем вы занимаетесь, это не панацея ведь. Потому что есть люди, которым противопоказано, которым нельзя это делать. Верно ведь или нет? Чтобы у нас сейчас не побежали все резаться. Разумеется, возможности хирургии ограничены, и ограничены они как с одной стороны, так и с другой. То есть, как вы правильно заметили, могут побежать худые, да, оперироваться. Значит, вот худых бесполезно оперировать, потому что это не будет работать. Организм те калории, которые, значит, ему нужны, все равно заберет. А вот у очень полных людей другое ограничение. Вот сейчас этих гостей наших, ну, кроме разве что Сергея, да, оперировать немедленно завтра нельзя. У Александра, да, у него вот часть, та, которая вы видите в виде живота, выпирает, да, это уже не совсем живот, это уже отечная ткань, которая содержит лимфу, что он должен начать худеть самостоятельно на подконтрольном Нужно территории. дренировать. Нужно это отрезать, убрать, вот именно эту часть, потому что она весит очень много и создает ему проблемы. Потом, после того, как он более-менее восстановит свое здоровье и хотя бы немного похудеет, ему можно сделать бариатрическую операцию уже с минимальным риском, да, потому что если его сейчас прооперировать, он, скорее всего, умрет. А можно я задам вопрос? Нет, я просто, одну секунду. Я просто хочу, чтобы Александр и Георгий понимали, что нету магического этого Волшебной кристалла. палочки, да. Что вам это длиннейший путь, длиннейший. Если вы готовы начать его сегодня, то мы попробуем вам помочь после того, как откроется этот магический занавес. Вообще, конечно, математика простая. Или меньше потребляешь, или больше тратишь калорий. Чудес не бывает, и все эти разговоры о том, что я ничего не ем и я поправляюсь, это, конечно, из области сказочного такого жанра. Мне тоже казалось, что я очень мало ем. Когда я весила 75 килограммов и была моделью для женщин размера size+, вполне была довольна своей жизнью, и тем, как я выглядела, мне еще за эту работу платили деньги. Все прекрасно. Но моя подруга Ира Почитаева говорит: слушай, а давай попробуем. Вот я тебе составлю меню. 1300 калорий. И ты попробуешь питаться таким образом, и посмотрим, что будет. Я похудела за 2 месяца на 5 килограммов, не испытывая чувства голода. Этих калорий достаточно для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Но я поняла, что я реально ела раза в 3 больше.
А мне казалось, что я ничего не ем. 15 конфет, которые ты по ходу дела там где-то со стола стащил и съел с кофе, это же не считается. Еда, которую ты ешь стоя около плиты ночью, в темноте, не считается. Когда ты ешь не разогревая, тоже не считается? Многие, наверное, мне не поверят, но на самом деле я тоже хожу в спортзал и придерживаюсь, очень стараюсь придерживаться правильного питания. И даже в моем весе лишние там 3-5 килограмм, даже при моем весе, очень сказываются на здоровье, на состоянии. То есть на сцене это очень чувствуется. Появляется одышка, там, ну, в общем, всякие такие моменты, все мы их знаем. Так получилось, что я сижу прямо здесь, вот и напротив меня практически сказка Юрия Олеши «Три толстяка». Я что хочу сказать. Есть такой замечательный автор Аркадий Аверченко. Он был очень полным человеком, писателем. У него есть рассказ один замечательный про толстых людей. И он сравнивает толстого человека и худого человека. Как страдает, например, толстый человек. Если он будет стоять в углу и начнет плакать, то, конечно же, женщина там, ну, скажет, ну, подумаешь, толстый человек, вот, как-то вот не вызывает он жалости у женщины. Что касается, вот, например, худого человека, если сейчас Александр Гордон начнет рыдать, мы тут всем залом, мне кажется, бросимся к нему, начнем его утешать. Нужно, наверное, перечитать это в первую очередь. И во вторую, конечно же... Почему я никогда этим не пользовался, мне интересно. Почему худые люди не плачут, это уже другой вопрос. Еще хотела... Калорий нет. Вы знаете, я о чем подумала, да, вот об Александре Гордоне, опять-таки, да, 4 раза, по-моему, человек женат, худой человек. И здесь сегодняшние наши гости... Да кому есть нечего, он алименты платит, конечно, всем. Программа-то у нас сегодня «Бросать женщине толстого мужчину или нет». Мне кажется, нужно бороться до последнего. До последнего грамма жира, да. Я хочу выразить свою признательность женам, которые сегодня рядом со своими любимыми людьми, и женщинам, которые рядом, несмотря на то, что они уже не жены. И очень хочется верить, что после этой передачи специалисты и спорт, и операции, возможно, какие-то психологические помощи принесут свои плоды, и наши герои станут счастливыми, красивыми, здоровыми. Может быть, мы через год-два увидим их в другой форме, на такой же передаче. Я в первую очередь хотела бы сказать, что не согласна с версией про точку невозврата. Точка невозврата, на мой взгляд, это когда крышку гроба заколотили. Вот оттуда уже, пожалуй, не вернешься. А вот то, что касается наших героев, как их тут ласково назвали 3 толстяками, я думаю, помочь можно каждому. Я бы хотела задать вопрос нашим героям. А как вы думаете, для чего вообще вы едите? Для чего? Если мы говорим, что пища – это энергоноситель, и вам нужны какие-то калории, вы посмотрите, вы на себе годовой запас еды носите. Мне хотелось бы сказать нашим героям, что у вас на самом деле только 2 пути. Первый путь – это погибнуть от избытка жира и осложнений ожирения. И второй путь – это изменить свое питание. Изменить питание, то есть здоровое питание, вам понадобится в любом случае, независимо от того, какой выбор вы сделаете. Согласитесь работать с диетологом клиники Института питания или примите решение в дальнейшем подключить коллег-бариатрических хирургов. Я вам даже больше скажу, после операции, которая потребует избавления от нескольких десятков килограммов, у вас ждет еще более жесткая диета и мучительное состояние реабилитации после операции. Вот. Но в любом случае это ваш выбор. Доктор, скажите, пожалуйста, вот Институт питания может подготовить этих клиентов к операции, если они захотят пойти на операцию? Да, конечно. Так мы сотрудничаем с Институтом питания. То есть правильно я понимаю, что мы сейчас можем выстроить такую логическую цепочку? Мы этих милых ребят отдаем в Институт питания Юли. Они их готовят, в том числе и к принятию решения по поводу операции, но и к операции тоже. И дальше вы можете забрать их себе, сделав, как вы уже сказали, да, предварительную операцию, чтобы добраться просто до желудка. И потом операцию на желудке. Такая схема возможна? Ну, мне кажется, что эта схема вообще единственная реальная в данной ситуации. Единственное, что здесь вот в случае с Александром нужно будет подключить еще и пластического хирурга, потому что в нашей клинике вот такие операции, так сказать, не делаются. Знаете, мне кажется, это в силах, конечно, это в силах Первого канала, да. Поэтому жалко их, не жалко, неважно. Мне главное, чтобы из этой передачи выхлоп был. И выхлоп у нас следующий. Юля, 3 богатыря ваши, вы их забираете. Хорошо. Вы готовы к Юле пойти?
Да, Я всех конечно. троих спрашиваю. Обязательно. Готовы. Мы даже с Готовы. Юлией Ну, Геннадьевной общались по телефону. Так, только уже. кокетничать не надо сейчас с врачом у нас на глазах. Ладно? Я все понимаю, но Не, ну, жена-то Саша, еще... извини, у нас передача мужское и женское. Имеет полное право. Да, Хочу тебе заказать. В общем, да. А потом, как только вы будете хотя бы морально, я уж не говорю физически, готовы попасть под нож, мы вам этот нож обеспечим. Хорошо? Без ножа не обойтись просто. А можно предложение? Да. Отдайте одного юного богатыря нам. Мы его просто научим А нам правильно... это куда? Я автор запатентованной системы снижения веса, которая называется «Принципы использования работы теплотехнических устройств». Мы вам богатыря не будем отдавать, мы вам красавицу отдадим. С удовольствием. Согласны? Я с удовольствием. Как я рад, что я всем помог в этой С студии. удовольствием. Давайте мне мою красавицу. Ты помнишь, ты мне там несколько недель сказал, что вот я, будучи в таком весе, как-то не уважаю своего партнера? Или как ты это сказал? Что, я помню, что ли? Это тема другой передачи. Нет, это тема этой передачи. Саш, вот Я скажи, пожалуйста, в когда... Америке, когда я попал в Америку, я 8 лет прожил в Соединенных Штатах, да, под натиском пропаганды я бросил курить. И у меня, естественно, сразу, я не скажу, метаболизм изменился. У меня изменились привычки. Вместо того, чтобы сигарету в рот тащить, я стал тащить всякую фигню в рот. Да, и за 2 месяца я набрал 20 килограммов. Когда я шел по лестнице, у меня тряслись сиськи. Ну, реально. А я человек не спортивный совсем. Да, я понял, что с этим что-то надо делать именно потому, что такое резкое изменение в твоей фактуре – это и есть неуважение к тому человеку, который с тобой живет. Конечно. Так вот, не себя уважать, а тех, кто тебя любит. Это главный, как бы, мне кажется, посыл сегодняшней Ну, в передачи. принципе, и задала тебе этот вопрос. То, Я что тебе на помню него эти слова, ответил. да. Я пошел.